Недостатки утепления из каменной ваты. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Каждый дом, каждая квартира, каждый уголок человеческого жилища стремится к уюту. Тепло – не просто ощущение. Оно становится основой для комфорта, здоровья и даже долголетия. Но как часто мы задумываемся о том, что именно защищает нас от холода? Какие материалы тихо трудятся в стенах, на балконах и чердаках, создавая иллюзию безопасности? Среди них – каменная вата. Она популярна, доступна, кажется идеальной. Но надо ли доверять ей безоглядно? Представьте себе ситуацию. Вы провели несколько выходных, укладывая плиты из каменной ваты между лагами пола. Работали с энтузиазмом, уверенные, что теперь зимой в вашем доме будет тепло, как в термосе. Однако через пару месяцев почувствовали неприятный запах. Он был едва уловимым, но настойчивым. Вы проверили вентиляцию, осмотрели углы, заглянули под мебель – все в порядке. Лишь спустя время поняли – источник запаха скрывался в утеплителе. Это лишь одна из множества историй, которые происходят чаще, чем можно представить. Каменная вата, которая годами считалась эталоном теплоизоляции, имеет свои скрытые недостатки. И они не всегда очевидны на первый взгляд. Некоторые из них проявляются со временем, другие – в результате неправильного монтажа, третьи – из-за особенностей материала. Начнем с того, что каменная вата производится из расплавленных горных пород, чаще всего базальта. Ее структура напоминает войлок, состоящий из множества переплетенных волокон. Это делает ее эффективной при удержании тепла, ведь воздух, находящийся между волокнами, плохо проводит тепло. Однако именно эта структура является одновременно преимуществом и слабым местом материала. Во-первых, каменная вата гидроскопична, то есть она впитывает влагу. В теории это компенсируется тем, что материал не гниет и не вступает в реакции с водой. На практике же, если влага проникает внутрь, теплоизоляционные свойства снижаются. Почему? Потому что вода – хороший проводник тепла. Когда вата намокает, она начинает работать не как барьер, а как мостик холода. Представьте себе стену, которую вы утеплили, а теперь она стала холоднее, чем была до этого. Такое может случиться, если не предусмотреть качественную пароизоляцию или допустить ошибку в монтаже. История из жизни. Один мастер, специализирующийся на утеплении частных домов, рассказывал, как клиент вызвал его через 2 года после установки каменной ваты. Дом был построен из газобетона, стены утеплены минватой, сверху обшиты сайдингом. Зимой в комнатах стало холоднее, чем было раньше. При демонтаже внешней обшивки выяснилось, что часть утеплителя полностью пропитана водой. Пароизоляционная пленка была повреждена во время монтажа, а зазор для вентиляции сделан неправильно. Влага накапливалась внутри конструкции, и вместо защиты от холода дом получал дополнительную нагрузку. Еще один существенный недостаток – это пыль и микроволокна, которые могут выделяться при работе с каменной ватой. Они раздражают кожу, глаза, дыхательные пути. Многие строители сталкивались с этим на собственном опыте. Один из них, Алексей, работал с ватой почти 10 лет, прежде чем начал замечать постоянное першение в горле и покраснение кожи на руках. Он использовал защитные перчатки и маску, но в условиях высокой влажности или ветра маска быстро становилась бесполезной. Со временем он перешел на другой тип утеплителя, и здоровье значительно улучшилось. Между прочим, каменная вата не так уж экологична, как многие считают. Процесс производства требует огромного количества энергии. Расплавление породы происходит при температуре более 1400 градусов Цельсия. Это значит, что производство такого утеплителя связано с выбросами углекислого газа и другими факторами воздействия на окружающую природу. Особенно если учесть, что после окончания срока службы он практически не перерабатывается. Утилизация каменной ваты – сложный и дорогостоящий процесс. Также надо обратить внимание на то, что каменная вата со временем может оседать. Особенно это касается рулонных вариантов. Если при монтаже не соблюдены технологические требования, со временем между плитами образуются щели. Через них начинает проникать холодный воздух, создавая эффект продувания.
Представьте себе картину. Вы потратили деньги, усилия, время, чтобы утеплить дом, а через несколько лет обнаруживаете, что тепло уходит через маленькие щели, которые вы не заметили вовремя. Одна семья из Сибири столкнулась с такой проблемой. После 3 лет использования каменной ваты они начали замечать, что в углах комнат стало холоднее. Оказалось, что утеплитель просел, и в некоторых участках остались вообще без теплоизоляции. Переделывать все заново оказалось дорого и сложно. Этот случай стал для них уроком. Нельзя экономить на качестве монтажа и игнорировать инструкции производителей. Не менее важным является вопрос долговечности. Многие производители заявляют, что каменная вата служит десятки лет. Но реальный срок службы зависит от множества факторов. Например, если материал постоянно находится в условиях повышенной влажности, его структура постепенно разрушается. К тому же, со временем вата может терять свою форму, особенно если на нее воздействуют механические нагрузки. В каркасных домах, где утеплитель находится между стойками, важно обеспечить плотный монтаж. Если плиты установлены неплотно, они будут смещаться, деформироваться, что приведет к образованию мостиков холода. Также надо отметить, что каменная вата не является хорошим шумоизолятором. Хотя некоторые производители указывают, что она способна поглощать звуки, на деле ее эффективность в этом направлении ограничена. Для полноценной шумоизоляции требуется использовать дополнительные материалы, что увеличивает стоимость и сложность работ. Одна пара решила утеплить балкон каменной ватой, надеясь, что это поможет избавиться от шума с улицы. Однако после завершения работ они были разочарованы. Автомобильные сигналы, разговор прохожих и даже детский смех все так же проникали в помещение. Еще один нюанс – это цена. Каменная вата не самая дешевая. Ее стоимость выше, чем у многих других утеплителей. А если учитывать необходимость покупки пароизоляции, ветрозащиты и дополнительных материалов, общая сумма может оказаться внушительной. Многие люди не учитывают эти расходы на этапе планирования и потом удивляются, почему бюджет превышен. Существует также проблема выбора. На рынке представлено множество брендов, предлагающих каменную вату. Но не все они соответствуют заявленным характеристикам. Были случаи, когда покупатели приобретали утеплитель, который через некоторое время начал крошиться, терять форму, выделять неприятный запах. Чтобы избежать таких ситуаций, важно выбирать продукцию проверенных производителей, читающих отзывы и консультирующихся с профессионалами. Интересно, что в Европе каменная вата уже давно используется с определенными предосторожностями. Там, где климат мягкий и нет резких перепадов температур, она себя оправдывает. Но в регионах с суровыми зимами и высокой влажностью ее применение требует особого подхода. В России же, где такие условия преобладают, каменная вата продолжает массово использоваться без должного анализа. Люди доверяют рекламе, советам соседей, но не всегда учитывают особенности своего региона. Что делать? Не отказываться же совсем от каменной ваты? Конечно, нет. Но важно подходить к выбору утеплителя с умом. Изучайте характеристики, читайте отзывы, обращайтесь к специалистам. Не экономьте на пароизоляции, не пренебрегайте вентиляцией, правильно укладывайте материал. Лучше потратить немного больше времени и денег сейчас, чем переделывать все через пару лет. Если вы только начинаете строить дом или ремонтировать старый, не забывайте, что тепло – это не только про комфорт, это про безопасность, здоровье и будущее. Каменная вата может быть отличным помощником, но только при правильном использовании. Помните, что каждый материал имеет свои сильные и слабые стороны. Ваша задача – найти баланс между стоимостью, качеством и надежностью. Каменная вата, как и любой другой строительный материал, имеет свои плюсы и минусы. Но когда речь заходит о теплоизоляции, важно не просто знать эти особенности, а уметь правильно их учитывать на практике. В предыдущей части мы уже обсудили такие недостатки, как гигроскопичность, выделение микроволокон, оседание материала, сложности с экологичностью и шумоизоляцией, а также важность правильного монтажа. Однако список не заканчивается здесь. Наоборот, углубляясь в детали, можно понять, что каменная вата – это не просто утеплитель, а целый комплекс факторов, которые нужно учитывать при выборе.
Одним из самых неприятных явлений, связанных с использованием каменной ваты, является ее способность к образованию конденсата внутри конструкций. Это особенно критично при утеплении фасадов или чердачных перекрытий. Даже если пароизоляция выполнена, малейшая ошибка в технологии приводит к тому, что теплый воздух из помещения сталкивается с холодной поверхностью утеплителя. Результатом становится выпадение конденсата. Со временем он может накапливаться, намачивать структуру ваты и снижать ее эффективность. Представьте себе ситуацию. Вы утеплили чердак дома, используя каменную вату между балками перекрытия. Сверху положили пароизоляционную пленку, а затем застелили пол досками. Поначалу все работает как положено. Зимой на чердаке тепло, нет сквозняков. Но через пару лет вы заметили, что в некоторых местах деревянные балки стали темнеть. Причину искали долго. Проверяли крышу, вентиляцию, даже демонтировали часть покрытия. Оказалось, что проблема была в том, что пароизоляция была уложена с нахлестом меньше рекомендованного, а стыки не проклеены специальной лентой. Через эти щели внутрь попадал влажный воздух, который конденсировался на холодных участках утеплителя. Это привело к разрушению древесины и необходимости частичной замены конструкции. Еще один скрытый риск связан с возможным повреждением структуры каменной ваты под воздействием механических нагрузок. Хотя этот материал считается достаточно прочным, особенно в плитном варианте, он не предназначен для длительного давления или ударов. Например, если вы решили утеплить пол слагами и положили каменную вату между ними, а сверху сделали черновой пол из досок, то со временем под весом мебели или людей могут образоваться прогибы. Особенно это касается случаев, когда шаг между лагами слишком большой и утеплитель не получает достаточной опоры. В одной из историй, рассказанных опытным мастером, клиент жаловался на появление скрипов в полу после его ремонта. Оказалось, что при устройстве пола плиты каменной ваты были установлены зазорами между лагами. Под весом напольного покрытия и мебели они проседали, создавая неровности и трения между слоями. Для исправления ситуации пришлось полностью разбирать пол, менять утеплитель и делать более плотную укладку. Также надо отметить, что каменная вата требует очень внимательного подхода к выбору толщины. Многие люди ошибочно считают, что чем толще слой утеплителя, тем лучше. Но это не всегда так. Чрезмерная толщина может привести к нарушению вентиляции, образованию зон застоя воздуха, как следствие, к накоплению влаги. Особенно это опасно в многослойных конструкциях, где утеплитель находится между другими материалами, например, между стеной и облицовкой. Например, при утеплении фасада мокрым способом важно соблюдать не только технологию нанесения клея и армирования, но и обеспечить необходимую толщину утеплителя в зависимости от климатического региона. Если сделать слой слишком толстым, то система теряет свою эластичность, начинает деформироваться под действием температурных колебаний. Появляются трещины, которые в дальнейшем становятся каналами для проникновения воды. Такие трещины сложно заделать без полной переделки фасада. Не менее важным является вопрос совместимости каменной ваты с другими материалами. Некоторые виды пароизоляционных и ветрозащитных пленок имеют разные коэффициенты паропроницаемости, и если их неправильно сочетать, то вместо защиты от влаги вы получите обратный эффект – застой пара внутри конструкции. Это может вызвать образование плесени, порчу материалов и ухудшение микроклимата в помещении. Интересен случай, произошедший с семьей, которая утеплила каркасный дом каменной ватой. Они выбрали одну из популярных пленок для пароизоляции, руководствуясь ценой и советом продавца. Однако через год на внутренней стороне стен появилась черная плесень. Причину искали долго, пока не обратились к специалисту. Оказалось, что пароизоляция имела слишком низкую пропроницаемость, и водяной пар, выходящий из помещения, не мог свободно уйти, а накапливался внутри утеплителя. После замены пленки на более подходящий вариант ситуация нормализовалась, но восстановление поверхности заняло много времени и сил. Кроме того, надо упомянуть о том, что каменная вата может быть не лучшим выбором при утеплении трубопроводов или других инженерных систем. Из-за своей структуры она плохо адаптирована к цилиндрической форме, поэтому часто требует дополнительных решений, например, использование скорлупы или муфт. Если же использовать рулонный материал, то возникают сложности с равномерной укладкой и герметичностью стыков.
Это может привести к образованию мостиков холода и потере эффективности теплоизоляции. Еще одна распространенная ошибка – использование каменной ваты в условиях высоких температур. Хотя сам материал не горит, некоторые типы все же могут терять свои свойства при длительном воздействии тепла выше определенного уровня. Например, при утеплении дымоходов или печей каменная вата может начать деформироваться, терять форму и даже рассыпаться. Поэтому в таких случаях лучше использовать специальные огнеупорные материалы, предназначенные именно для этих задач. Между прочим, каменная вата не всегда хорошо взаимодействует с деревом. В старых домах, построенных из дерева, часто возникает проблема усадки конструкции. Если утеплитель закладывается между бревнами, то при усадке он может сместиться, образовать пустоты и потерять контакт с поверхностями. Это приводит к снижению теплоизоляционных свойств и необходимости повторной установки. Надо также обратить внимание на такой момент, как упаковка и хранение каменной ваты до начала работ. Этот материал чувствителен к влаге еще до монтажа. Если плиты или рулоны хранились на улице без защитной пленки, они могли впитать влагу из воздуха. Использование такого утеплителя без предварительной просушки приведет к тому, что в конструкции будет изначально повышенная влажность, которая со временем может спровоцировать появление грибка или снижение эффективности. Интересно, что в профессиональной среде существует мнение, что каменная вата – это хороший материал, но только если ею правильно пользоваться. То есть, если соблюдены все этапы подготовки, монтажа и последующего обслуживания. Однако на практике многие застройщики и даже строители не всегда знают все нюансы. Кто-то экономит на произоляции, кто-то игнорирует вентиляционные зазоры, кто-то просто неверно рассчитывает толщину утеплителя. Важно помнить, что каменная вата – это не панацея. Она должна применяться в рамках целостной системы теплоизоляции, где каждый элемент выполняет свою роль. Например, при утеплении фасада нужна не только каменная вата, но и качественный клей, сетка, штукатурка, уголки, отливы, откосы и другие компоненты. Если какой-то из них будет выбран неправильно или установлен с нарушением технологии, вся система потеряет эффективность. Также нельзя забывать о человеческом факторе. Неважно, насколько хорош материал, если его неправильно установили. Ошибки в монтаже – одна из самых частых причин неудач с теплоизоляцией. Например, при утеплении стен изнутри каменной ватой необходимо предусмотреть не только произоляцию, но и возможность вентиляции. В противном случае точка росы сместится внутрь помещения, и на стенах начнет появляться конденсат. Еще один пример – утепление мансарды. Здесь важно не только правильно выбрать толщину утеплителя, но и оставить вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным покрытием. Без него влага будет накапливаться под кровлей, что может привести к коррозии металлических элементов или гниению деревянных конструкций. Также важно обеспечить надежное крепление утеплителя, чтобы он не проседал со временем. Нужно учитывать и сезонные изменения. Каменная вата может вести себя по-разному в зависимости от времени года. Например, в условиях постоянной влажности зимой она может впитать больше воды, чем в сухое время года. Поэтому важно заранее предусматривать защиту от внешних факторов, особенно если утеплитель используется снаружи здания. В завершении хочется сказать, каменная вата – это неплохой материал. Она просто требует уважения и понимания своих особенностей. Чтобы получить максимальный результат, нужно не просто купить утеплитель, а правильно подойти к каждому этапу работы, от расчетов и выбора материала до монтажа и эксплуатации. Не надо доверять рекламе, которая говорит только о преимуществах, и не надо игнорировать отзывы тех, кто уже столкнулся с реальными проблемами. Если вы хотите, чтобы ваш дом был теплым, безопасным и комфортным, не ограничивайтесь поверхностными знаниями. Учитесь, читайте, задавайте вопросы. Обращайтесь к профессионалам, если не уверены в своих силах. Помните, что тепло начинается не от материала, а с вашего отношения к делу. И пусть вас не пугают возможные трудности, любая проблема решаема, если подходить к делу ответственно. А теперь, вооруженные этими знаниями, отправляйтесь в магазин, откройте проект, возьмите в руки инструмент. Примените полученные сведения на практике. Проверьте, действительно ли каменная вата подходит для ваших целей. Возможно,
вы найдете более подходящий вариант. А возможно, станете еще одним человеком, который знает, как использовать этот материал правильно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.